Вы когда-нибудь смотрели в холодильник и думали, ну что из этого можно приготовить? Вот именно в такие моменты и рождаются самые интересные рецепты. Сегодня покажу вам сразу два таких блюда – простых, доступных и вкусных. Все делается быстро, результат точно порадует. Начнем с первого варианта. Сытно и нежно. Пирога на сковороде с сосисками и овощами. В миску наливаю кефир, он должен быть комнатной температуры. Так лучше реагирует с содой. Добавлю одно яйцо, немного соли, буквально пол чайной ложки и чуть-чуть взбиваю венчиком. Просто чтобы соединить. Следом растительное масло без запаха. Список продуктов, как обычно, в описании под этим видео. Теперь кладу соду, примерно половину чайной ложки, без горки. Перемешиваю и начинаю постепенно добавлять муку. Тут важна консистенция. Нужно добиться густоты, как у сметаны. Не жидкое, не слишком густое, чтобы хорошо распределилось по сковороде, но не растекалось как вода. Как только консистенция получилась, добавляю измельченный укроп. У меня свежий, но подойдут и сушеные травы. Хотите, используйте прованские или итальянские смеси. Тут простор для фантазии. Нарезаю один крупный помидор кубиками и также кладу в тесто. Он даст сочность. А вот и главные герои – сосиски. У меня крупные, беру 5-6 штук, все зависит от диаметра вашей сковороды. Моя 24 сантиметра. Нарезаю кружочками толщиной примерно полсантиметра. Если вы только зашли на мой канал, обязательно подпишитесь и включите колокольчик оповещений. Здесь регулярно выходят простые и вкусные рецепты без лишнего шума и пафоса. Сковородка у меня уже разогревается. Кладу туда немного сливочного масла, оно даст приятную корочку и аромат. Выкладываю сосиски в один слой. Обратите внимание, переворачивать я их не буду, поэтому огонь должен быть минимальный. Сверху аккуратно выливаю всю нашу смесь из миски. Распределяю равномерно по поверхности. Накрываю крышкой и оставляю готовиться на самом маленьком огне примерно 5-10 минут. Если ваша плита греет неравномерно, просто слегка поворачивайте сковородку в процессе. Так пирог приготовится со всех сторон одинаково. Прошло нужное время. Беру тарелку чуть больше диаметра сковороды, смазываю ее растительным маслом, аккуратно накрываю сковороду и переворачиваю. Все отлично отходит, даже ничего не пригорает. Снова отправляю пирог обратно в сковороду, уже другой стороной вниз. Сверху кладу помидоры, нарезанные дольками, они добавят свежести и цвета. Посыпаю натертым твердым сыром. И вот тут вопрос. Как думаете, почему я натерла сыр именно мелко? Напишите в комментариях, мне будет интересно почитать ваши варианты. Накрываю крышкой и оставляю еще на пару минут на медленном огне. Все готово. Такой пирог отлично подходит на завтрак, на обед, как перекус в офис или в школу. Горячий, сочный, с ароматом укропа и расплавленного сыра. Можно посыпать свежей зеленью, петрушкой, зеленым луком, кто что любит. А вот и второй рецепт, не менее вкусный и такой же простой. Я бы даже сказала универсальный. Подходит на любой случай. Завтрак, обед, ужин, перекус в дороге, да хоть на пикник, всегда выручает. Особенно если дома есть сосиски и немного кефира. А такое бывает довольно часто, правда? Начинаю, как обычно, с главного ингредиента – сосисок. У меня среднего размера. Беру 5-6 штук. Нарезаю пятачками не слишком тонко, чтобы в готовом блюде они хорошо ощущались. Подойдут любые сосиски. Молочные, подкопченные, с сыром. Ориентируйтесь на вкус вашей семьи и то, что есть в холодильнике. Каждый вариант даст свое настроение и аромат. Нарезку пока отставляю и перехожу к тесту. Кстати, не забывайте, список всех продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео, так что загляните туда, чтобы все было под рукой и ничего не забылось. В миску разбиваю одно яйцо, немного взбиваю венчиком до однородности.
Добавляю столовую ложку сахара и щепотку соли. Это сочетание делает тесто не пресным, но и не десертным, то что нужно. Вливаю 300 граммов кефира. Важно, чтобы он был комнатной температуры. Это активирует соду и разрыхлитель, и тесто получается пышным и мягким. Просто чудо, а не основа. Все аккуратно перемешиваю. И теперь понемногу добавляю заранее просеянную муку с разрыхлителем. Не спешу, мука может вести себя по-разному, в зависимости от влажности и даже марки. Главное достичь нужной консистенции. Представьте густую, но податливую сметану. Не течет, но легко сходит с ложки. Именно такое тесто нам и нужно. Перемешиваю, чтобы не было комочков. Тщательно, но без фанатизма. Когда основа готова, добавляю туда нарезанные сосиски. Аккуратно вмешиваю, чтобы они равномерно распределились по тесту. И вот вам один интересный момент. Можно оставить сосиски в тесте, а можно сделать по-другому. И сейчас расскажу как. Пока тесто отдыхает, буквально пару минут разогреваю сковородку с небольшим количеством растительного масла. Лучше всего использовать сковородку с антипригарным покрытием. Это упростит жарку и переворачивание. Масло должно лишь слегка покрывать дно. Не фритюр, конечно. Когда сковорода хорошо разогрелась, убавляю огонь до среднего. Теперь выкладываю порции теста с сосисками по типу оладий. Готовлю 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. А теперь расскажу обещанный второй способ. Сначала немного теста на сковородку, сверху кружочек сосиски и снова тесто. В результате получаются оладьи с сосиской в центре. Когда одна сторона подрумянилась, переворачиваю. Ничего не рвется и не прилипает. Готовые оладушки можно выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Или сразу на тарелку. Вкус у них нежный, чуть сливочный от кефира и масла, с насыщенной ноткой сосисок. Ну как тут устоять? Подавайте с кетчупом, горчицей, чесночным соусом, сметаной, все, что вы любите. Один рецепт, а вариантов подачи масса. И каждый раз можно играть с ингредиентами. Добавить зелень, немного сыра, любимые специи. В этом и прелесть. Простота, которую можно менять под себя. Если вам понравился этот рецепт, обязательно подпишитесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите в комментариях, как вам рецепты. А может, вы уже готовили нечто подобное и хотите поделиться своими фишками. Спасибо за просмотр и, конечно же, приятного аппетита!